Привет, друзья! Вы на канале Лео Джирап, и меня зовут Лео. Сегодня мой первый обзор на Ютубе, так что я очень старался, чтобы он был интересным. И мне бы очень помогла ваша обратная связь в виде, в первую очередь, комментариев, где вы сказали бы, что вам понравилось, а что не очень. И в дальнейшем, естественно, я постараюсь это исправить. Сегодня у меня на обзоре стеклянный коврик Midori The Return. Сейчас я сразу его покажу, чтобы было понятнее, о чем дальше будет речь. Это вот такое произведение искусства. Возможно, вы попали в этот обзор, потому что увидели на условном Авито, или если вы смотрите за рубежом, не знаю, на этот коврик, и думаете, не прикупить ли его себе у условного Сергея или Майкла. Вы посмотрите макрофотографии поверхности, где я постарался очень качественно передать текстуру ковра. Вы сможете рассмотреть, какой формы там зерно, на каком расстоянии друг от друга. И, естественно, я покажу также зерно и поверхность у других ковриков в этом обзоре. Обладая опытом игры на каком-либо из них, вы уже сможете примерно составлять себе представление, чем они друг от друга отличаются и отличаются ли. Также, естественно, я опишу свои субъективные ощущения от использования и предположение, почему один коврик ощущается так, а другой иначе. Видео получилось не очень маленьким, поэтому я сразу заботливо сделал тайм-коды. Пожалуйста, пользуйтесь ими, если вам захочется ливнуть так же, как этой маленькой вредной рыжей кошке. Переходим к распаковке. Процесс распаковки я ускорил в 3 раза, потому что не хочется тратить на нее лишнее время. Коробка у нас толстая, 3,7 сантиметра, то есть там коврик точно будет в безопасности. Картон плотный и ничего не пострадает. Дизайн открывания у нас напоминает дверь старинную, там есть даже специальная ручка. Внутри нас ожидает конвертик с благодарностью от Midori. Очень приятно почитать, дизайн под позолоту. И глайды Silver Fox, они имеют ширину 7 мм, так что являются хорошим балансом между скоростью и контролем. Сам коврик у нас упакован в такой плотный пакетик, причем уложен настолько плотно, что у меня заняло где-то минуту, наверное, доставания ковра из этого пакета. Из-за этого в том числе пришлось так сильно ускорить. Ну и в итоге вот он, красавец, оказывается перед нами во всей своей красе, с очень ярким красивым принтом. Если вы никогда ранее не использовали стеклянные ковры, то очень вкратце в чем их прикол. Они практически вечные. В отличие от ткани, их не нужно стирать, достаточно просто протереть влажной тряпочкой. Они жесткие, так что вы не можете вдавить мышку в коврик и увязнуть в нем намертво. Ну, практически во всех стеклянных ковриках не можете. Есть те, в которых вы к этому очень сильно приблизитесь. Мы такие сегодня в обзоре даже рассмотрим. Это как плюс, так и минус, потому что зависит от стиля вашего игры. Из-за того, что продавить стекло нельзя, все игровые отличия одного от другого находятся в тонком поверхностном слое. Как именно производитель произвел гравировку, выбрал ли он мелкую текстуру или крупную, какую придал форму зерну. От этого зависят ваши итоговые впечатления. Напоминаю, что Midori — это коврик без специального покрытия, которое может ускорять глайд коврика, делать его более бархатным, тактильно. Так что для меня было реально удивительно, насколько же он шелковый, приятный на ощупь. При этом влияние пыли, оно очень небольшое, практически не напрягает на данном паде. Вопросы, почему же так, у меня отпали после макроснимков поверхности. В Midori выполнили гравировку в виде очень мелкого зерна, которое при этом закручено по спирали. Пятно контакта на каждом зерне большое, полировка зерна высокая. Это сразу очень сильно мне напомнило Valhalla 4, то есть наша классика на рынке стекла, да? Но еще чуть более гладкий. И по ощущениям, и по скорости это ну очень похоже. Это довольно быстрый коврик по меркам стекла, но при этом, как и Valhalla 4, он обладает ощутимой стоп-силой. На момент выхода Valhalla 4 считался, ну, прям катком, но с тех пор вышло уже немало моделей, которые гораздо быстрее. Некоторые из них вообще без тормозов.
Так что на текущий день Midori смело можно отнести к категории баланс с уклоном в скорость. Небольшой уклон в скорость. Чтобы подтвердить свои подозрения, я решил измерить коэффициент статического и динамического сопротивления этого ковра. Нам известен референс Wallhack 4. У него коэффициент статического сопротивления на стандартном тефлоне составляет от 0,12 до 0,15. По моим тестам на Midori этот показатель составил 0,138, ну то есть 0,14 можно грубо сказать. Так что, как видите, это практически то же самое. Далее мы измеряем динамику. У Wallhack 4 динамика в среднем 0,08-0,10. Замеряем Midori и получаем значение 0,078. У любого стекла есть вариация. Одно может быть в одной линейке чуть медленнее, чем другое, но в целом можно практически с уверенностью сказать, что Midori очень сильно похож на Wallhack 4. Это оба стекла без покрытия, они оба очень быстрые, но при этом с контролем. Здесь сразу стоит отметить, что за кадром осталось множество тестов, которые заняли не полчаса и даже, наверное, и не час. На это ушло довольно много времени. А все цифры, которые я показываю в ролике, реально измерены многократными тестами. Я не беру все это из головы. Теперь мы все знаем про поверхность ковра, но интересно, как же он ощущается в играх? Да все отлично. Midori это балансный пад с уклоном в скорость, так что направление на нем менять было одним удовольствием. Футажи вам немножко покажу с Overwatch и Finals. Чаще всего в последнее время я играю именно в них. Для понимания ранги в Overwatch обычно что-то около Diamond мастера. В Finals я играю только квики, потому что ранки там, к сожалению, ужасный гринд. По особенностям трекинга на Midori. Он действительно прям помогает удерживать прицел, то есть контролить на нем очень-очень просто. По сравнению со спидовыми падами немножко не хватает реактивности, но ее все равно более чем достаточно. Повторюсь, если вы когда-либо имели дело с Wallhack, то Midori это прям вот оно. Даже, наверное, немножечко побыстрее в плане реактивности, срыва и так далее. Если вы не уверены, какой именно скорости пад вам нужен, не имели до этого опыта со стеклом, то Midori это очень-очень безопасный вариант. Для супербыстрых персонажей вроде Трейсер в Overwatch я, наверное, все же рекомендовал бы что-нибудь еще быстрее. Но если это ваш первый пад, то однозначно не стоит рисковать, и Midori в этом плане будет реально отличным выбором. Отдельно хочется в конце упомянуть прилипание руки. Midori бархатный, Midori приятный, и я бы хотел сказать, что спокойно играл на нем без рукава. Но это будет неправдой. Правда в том, что не существует для меня на сегодняшний день ковров, на которых я мог бы играть без рукава. Midori однозначно на уровне других героев нашего обзора и вообще по покрытию на уровне топовых падов на рынке. Это не какой-нибудь старый Skypad 3, Skypad 2, где стекло, реально было довольно липкое. Здесь все хорошо. Тем не менее, говорят, где-то существуют люди, которые обладают всегда сухими холодными руками, и им не нужны игровые рукава at all. Я ни на что не намекаю, но я тоже могу делать вот так. Смотрите. Not sticking at all. Смотрите. Но стоит мне запустить игру, и на моей руке внезапно появится вот эта магическая тряпочка, потому что, просто это все еще стекло, на котором, если моя рука хоть немножко потеет, случаются микрозалипы. Первые секунды, минуты их может не быть, но потом они начнут случаться. И пару раз залипнув на длинном трекинге, я обязательно взбешусь и надену магическую тряпочку. Так что врать вам не буду, рукав все еще желателен. Плюс того, что он не стикается на ровном месте, что вы можете не надевать рукав, когда вам нужно просто воспользоваться компьютером. Но для игры я не встречал стекла, на котором мог бы играть без тряпки на руке. Имейте это в виду. На этом нормальная часть обзора заканчивается, и начинается душниловое задротство. Наконец, друзья, самое интересное, давайте сравним последовательно по дате выхода с коврами Tekusai / Glassworks. Первым в нашем сравнении будет Tekusai The Beast, который по моим тестам как был, так и остался самым быстрым ковром.
Здесь сразу хочу оговориться. Я считаю, извиняюсь сразу перед всеми, кто считает иначе, но я считаю абсолютно бесполезным тесты кручением. Сколько там, 2 оборота, 10 оборотов. Это все зависит только от того, насколько хороший вы крупье. Вот как хорошо вы умеете запускать двумя пальцами шарик. То есть у меня может получиться запустить мышку, которая будет крутиться много-много раз и на медленном ковре, и на быстром ковре. Это, скажем так, абсолютно далеко от реальности, и очень сложно передать, насколько же в итоге коврик быстрый или не быстрый. Поэтому мы с вами будем смотреть только по тестам. Beast остается, по моим тестам, самым быстрым, бесконтрольным, в хорошем смысле этого слова, ковром до сих пор, по сей день. Пальцем, тактильно, Midori гладковый и шелковый. Beast гладкий, но чуть более текстурный. Сейчас чуть попозже вы поймете, откуда это ощущение текстуры. Я бы сказал, у Beast даже легкое ощущение песка. По высоте Midori 2,7 мм, Beast 2,8 мм. По углам Beast это по текущим реалиям уже немножко более устаревший коврик. У него гладкие края, но далеко не такие, как у Midori. Если у Midori это идеальная полусфера, то у Beast они, во-первых, гораздо скошенная часть гораздо более короткая, ну и обработка. Обработка классная, в игре на самом деле никак не мешает, но все-таки это не уровень супер гладкости, как у современных ковров. Вот на ваших экранах сейчас макроснимки поверхности Midori и Beast в приближении до размера 1 квадратного миллиметра. Что мы здесь видим? У Beast гораздо более крупное зерно. В среднем от 30 до 100 микрон. Именно его вы ощущаете своими пальцами. При этом площадки на кончиках зерна довольно небольшие. А по небольшому числу бликов и теней мы можем сказать, что перепадов высот между зернами сильного нет. То есть мы получаем минимальную площадь контакта на глайдах мыши. При этом сильнее чувствуем каждое зерно в отдельности. Это и есть та самая формула скорости за счет малой площади контакта. И контроль осуществляется на Beast за счет ощущения поверхности. Это абсолютно бесконтрольный пад. При этом контроль возможен за счет ощущения зерна. С другой стороны, Midori имеет довольно мелкое зерно, в среднем от 10 до 50 микрон. Площадки на кончиках этого зерна довольно большие, то есть мышь во время движения замедляется множеством точек, которые при этом минимально ощущаются рукой, так как промежутки между ними очень небольшие. Именно так коврик помогает вам контролировать мышь. Вы можете совершать быстрые движения, здесь все еще не как на ткани, абсолютно легче ускоряться и вообще водить мышкой, но при этом, в отличие от Beast, здесь мы за счет поверхности получаем контроль. В цифрах это звучит так. Beast в статике быстрее на 35%, в динамике на 28%. При этом здесь нет ощущения бесконтрольного плавания курсора, но контролировать мышку тяжелее, чем на Midori. Здесь ощущение вязкости и помощи от ковра гораздо более выражено. И здесь стоит пояснить, чем вызвана такая разница. Во-первых, сразу стоит понимать, что эффект от вжатия зависит в первую очередь, ну не в первую очередь, но в том числе от жесткости глайдов. Чем они мягче, как идущие в комплекте Silver Fox, тем этот эффект от вжатия заметнее. Во-вторых, Beast известен своей репутацией love or hate. Он практически не меняет свойств своего глайда от вжатия в мышь. То есть вы будете пытаться во время какого-то флика или трека подконтролить тем, что вжались в мышь, но он не поможет вам остановиться от вжатия. Единственное, на что вы можете рассчитывать на Beast в основном, это ваши пальчики. То есть вы вовремя управляете как ювелир своей кистью. В теории звучит очень круто, на практике, конечно, тяжело использовать такую поверхность для тактических шутеров, да и в динамике нужно довольно хорошее владение мышью, чтобы не ловить джиттеры прицела.
С другой стороны, Midori от вжатия в коврик замедляется не сильно, но все же замедляется и при желании поможет вам законтролить прицел. Ну или наоборот помешает, если вы имеете привычку Death Grip, когда на панике вдавливаете мышь в ковер слишком сильно, и в итоге на Midori вы реально способны, особенно на мягких глайдах, практически замереть на месте. При этом, если я буду также давить на Бисте, то я все равно поеду дальше. И я забыл упомянуть разницу в подложке. Это важно, потому что здесь, несмотря на то, что Бист более старый пад, ему есть чем похвастаться. Если Midori, это, к сожалению, мы берем пальцами и сдвигаем. Во время игры, как я уже сказал, нам мешать не будет, но мы можем его легко двигать. Вот. То Бист это попробуй сдвинь. Давайте я прямо навалюсь всеми ладонями. Единственное, что я смогу сдвинуть, это камеру, которая от моего усилия начнет шататься. Но сам Бист никуда не поедет. Единственный способ его как-то передвинуть — это приподнять и перенести куда нам нужно. Вот. Это достигается за счет такой вот подложки. Несмотря на то, что она похожа на многие другие на рынке в виде гексов, здесь они гораздо более мелкие и цепляются к поверхности стола просто идеально. Это одна из лучших подложек на рынке. Лучше нее я видел только, ну опять же не лучше, а на уровне с ней я видел только силиконовые подложки у некоторых падов, опять же не у всех. Бывает, как вы позже видите у Зейна в нашем обзоре, там вроде бы силикон, а малейший пылинка он начинает кататься. Так вот, похожие подложки я видел только у следующего коврика в сравнении Фантома и у Konami. У Konami идеальные силиконовые подложки, то есть у меня был Konami Sai, и это просто оно прилепляется, тяжеленное стекло на силиконе, и вот так же только подцепляешь и двигаешь. Вот это супер, все бы так делали. Midori в этом плане, к сожалению, есть куда стремиться. И после такого теста еще более интересно будет сравнить Midori с Tekusai Phantom. Tekusai презентовал его под громким лозунгом Close Like, Speed 10 из 10, Control 10 из 10. И знаете, самое удивительное, что это не так далеко от правды. Это очень быстрый пад. На ощупь он довольно шелковый, так же, как Midori. Но здесь шелковость достигается за счет покрытия. Midori, напомню, без покрытия. Тем не менее, это, несмотря на всю свою шелковость, самый текстурный на ощупь пад из всех, какие у меня были. Смотрим на макроснимки. Я думаю, понятно почему. Здесь крупное зерно, в среднем 40-80 микрон. И площадки контакта такие же, как у Биста, тоже небольшие. Но обратите внимание, насколько объемнее смотрится его текстура. Я, к сожалению, не могу замерить высоту этих перепадов, но они точно ощущаются рукой. Вот, в итоге у Фантома чуть больше пятно контакта с глайдами, чем у Биста. И перепады высот между вершинами позволяют при выдавливании мыши еще сильнее увеличивать это пятно контакта. Вот, по высоте он такой же, как Midori. То есть, если вы будете мышку туда-сюда переводить, то ничего цепляться не будет. По обработке краев также Фантом это уже более новый коврик, и она здесь очень хорошая, но здесь вы будете ощущать небольшую такую ромбовидность. При этом у Midori уже это полусферка и гораздо более гладко. В игре при использовании вы этого не заметите, но если вдруг захочется поделать пальцем вот так, то на Midori абсолютно гладкие углы и полный респект, конечно же, за это. Вот по подложке Midori немножко катается, а Фантом это, как и Бист, идеальная подложка. Вы можете навалиться, но вот я на стуле назад сейчас уезжаю, а коврик при этом остается на месте. Я думаю, видно, что это не монтаж, что я реально давлю изо всех сил. Теперь давайте еще подробнее про глайд. Текстуру я вам показал. Вот, кручение, верчение мышки показывать, как уже говорил, бесполезно. При вдавливании мыши зерно на Фантоме довольно крупное, и он
прям заметно замедляется. У этого есть свои плюсы и минусы. Как я уже говорил выше, если вы на стрессе хоть немножко или множко вжимаете мышь в ковер, то вы можете получать излишнее торможение прицела. По сравнению с Midori это выражается в цифрах так. То есть в статике, если вы не давите на мышь, фантом быстрее Midori аж на 21%. Я думаю, это даже вот так, кстати, будет заметно. Midori быстрый пад, это практически SP4, но все-таки фантом это еще на 21% быстрее. А в динамике на 15%. То есть все еще довольно быстро, но гораздо показательнее разница при нажиме. Чем сильнее нажим, тем ближе по скорости фантом к Midori. Midori при этом я бы назвал более предсказуемым. У него разброс верхнего и нижнего значения будет куда меньше. Вы имеете всегда примерно одинаковый глайд с возможностью при вжатии подконтролиться. Кому что больше нравится. Если нравится супер быстро ускоряться, вы можете спокойно, мгновенно расслабиться и ускориться. И при этом, когда вам нужно, вы можете мгновенно напрячься и супер подконтролиться, просто мгновенно остановиться. Если вы можете приспособиться ко всем этим перепадам, то фантом просто супер пад. А если нет, тогда можете переходить к чему-то более безопасному в виде Midori, либо других падов на рынке. И, наконец, мой текущий мейн — это Glassworks Zane. У Zane также довольно крупное зерно. Я думаю, это заметно даже визуально на камеру. Оно от 30 до 80 микрон по моим замерам. На Midori я намерил от 10 до 50 микрон. То есть разница практически в 2 раза. Тактильно и там шелковые пады. В первую очередь Zane, думаю, за счет того, что это покрытый пад, и шелк здесь достигается за счет покрытия и хорошей обработки, но текстурка все равно крупнее, ощущается лучше. А у Midori это шелковый пад за счет того, что текстура очень мелкая и хорошо полированная, но покрытия здесь нет. В целом, я бы сказал, что ощущаются они примерно одинаково. Разница в высоте у них 0,1 мм, Zane это 2,8 мм, Midori это 2,7 мм. Если мы будем катать мышку, то у нас это получится в целом без проблем, но вот здесь мы будем ощущать, что мышка немножко падает, а здесь, если очень сильно захочется, то мы поймаем этот маленький зацеп. По обработке углов у Midori она лучше, чем у Zane, несмотря на то, что у Zane она практически идеальная, но все равно вы будете ощущать здесь небольшую линию. На Midori, практически идеал. Практически идеал, я не знаю. Я думаю, будет еще лучше в будущем у кого-то, когда прям вообще полусфера. Но здесь практически она. Подложка. Подложка у них у обоих средняя. То есть я могу сдвинуть как Midori, просто пальцами, так и Zane, просто пальцами. Здесь небольшое уточнение, у Zane она все-таки, можно сказать, немножко получше, потому что если мы этот силикон, который на задней стороне Zane, он со временем набирает очень сильно пыль. Если я прямо сейчас пойду все это протру влажной тряпочкой и положу Zane на стол, то он до первого какого-то передвижения будет лежать как монолит. Но так как я периодически свои коврики туда-сюда передвигаю, то Zane довольно быстро набирает на силикон всякие волоски, пыль, грязь и так далее, и начинает также кататься по столу. Подложка у него лучше, но тем не менее она требует постоянного такого вот маленького обслуживания. Кладка текстуры у Zane более упорядоченная. Перепады высот — это нечто среднее между бистом и фантомом. Размер вершин здесь также небольшой. Что мы из-за этого получаем? Мы получаем очень быстрый глайд как в статике, так и в динамике. По сравнению с Midori текстура более сильно ощущается, скорость выше, и даже когда вы будете сильно вжимать мышь в пад, он не будет замедляться так значительно, как на Midori. Он в целом очень похож на Beast, но чуть-чуть медленнее и в статике, и в динамике. Я знаю, принято говорить, что Zane сейчас самый быстрый пад. Вам могут попадаться немножко разные вариации ковриков. Но, в общем, нужно понимать, что Zane за счет своей структуры все равно более подверженный контролю от вжатия, чем Beast. Я уверен, у кого-то есть Zane, который чуть-чуть быстрее, чем Beast, но только если не вжиматься в пад. Сама структура зерна Zane, она устроена так, что он в любом случае от вжатия будет замедляться сильнее, чем Beast.
статики по сравнению с нашим Midori. Zane быстрее на 26%. В динамике он быстрее на 17%. Если я просто катаю мышь, вряд ли это сильно заметно. Если смотришь на Zane, то кажется, что это практически фантом. Но если фантом от нажима проседал в скорости практически до уровня Midori, то Zane, наоборот, при нажиме движется от Midori в сторону Биста. Итого, вот вам сводка квадратных миллиметров каждого из ковров, потому что, это просто очень красиво и еще раз как-то визуализирует вам все это, чтобы вы разложили в голове. Для тех, кому интересно иметь все эти цифры из тестов под рукой, я создал Google Excel таблицу, ссылка на нее будет в описании. Ну что, если вам вдруг кажется, что это был жуткое душнилово, то просто посмотрите на меня. Пока я делал этот обзор, я успел даже немножко состариться, и все ради вас, друзья. По самому паду он мне понравился, он очень похож на Wallhack 4, он текстурный, при этом он гладкий, он в теории вечный, без покрытия. Подложечка подкачала, но в целом это реально уровень Wallhack 4, даже немножко более быстрый. Так что если вы искали что-то похожее, то это однозначно must have. И его размеры 50 на 50 сантиметров, это просто мечта. Я очень жалею, что, скорее всего, это все-таки будет не мой мейн, потому что принт и все характеристики, вот все, кроме подложки, здесь идеально. Но, к сожалению, я в течение видео этого не скрывал, мне нравятся более быстрые пады. То есть все, с чем я сравнивал, оно более быстрое и осталось у меня по сей день не случайно, потому что мне нравится все-таки больше уклон в скорость. По поводу будущих видосов, которые я планирую в ближайшее время, такой небольшой анонсик, скорее всего, по рекомендации одного хорошего знакомого, он понимает, что я говорю про него, будет сравнение дисфория Сая и дисфория Рин. Дисфория — это бренд, который прям в последнее время активировался, и они делают очень-очень интересные пады. Сая — это предположительно супер гладкий и супер быстрый пад, так что мы обязательно пофоткаем его макротекстурку и рассмотрим, в чем же его секрет. И дисфория Рин — это очень текстурный пад, наоборот, который обещает быть улучшенной версией Зейна. Так как Зейн — это мой фаворит на текущий день, скорее всего, я, честно говоря, мечусь. Бист, Фантом, Зейн, они все по-своему очень крутые. Может быть, Рин станет моим идеалом, который закроет со всех этих трех падов и совместит в себе все преимущества и не будет иметь недостатков. Ну, кто знает, посмотрим. Вот, также мое внимание в последнее время привлек российский пад про AIM Titan. Что нам обещают ребята? Они обещают, что это будет пад с принтом, который вам совершенно ничего не напоминает. Вот, а также с поверхностью очень похожей на Glassworks Zane. Будет ли он действительно на нее похож, или, может быть, будет лучше или хуже, в ближайшее время мы обязательно с вами узнаем. Все зависит от того, как быстро пады до меня дойдут и зайдет ли вообще вам формат такого видео, чтобы я понимал, стоит ли мне тратить на это свое время. Может быть, активнее нужны ваши реакции, может быть, я что-то в этом формате поменяю, точнее, я обязательно поменяю, если будет конструктивная критика. Так что, если вам зашел контент, ставьте лайки, подписывайтесь. Следующие видео обязательно будут. Мне будет очень приятно и полезно почитать ваш фидбэк. Все, с вами был Лео. Пока.